Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках и какие движения предполагаются и происходят по рублю, доллару, РТС, нефти и другим активам. Так, начнем с SFD на фьючерс S&P. Здесь вот он пробил 3550, но пока он держится вот в этом диапазоне. И если не будет добития вот этой нижней границы, то скорее всего вот это все приведет к тому, что будет задерг, дальше вот здесь вот консолидация и дальнейший рост. Вот. В том случае, если мы увидим пробитие вот этого диапазона, то наиболее вероятный сценарий, ну сразу, во-первых, пойдет движение, цель которого будет 3480 вот сюда вот. И потом, скорее всего, будет движение, цель которого будет потестить вот этот диапазон. Вот. Но на текущий момент все-таки более вероятно, что он попробует сначала залезть вот на этот уровень, здесь проторговаться и пойти дальше расти. Так, друзья, далее нефть. Но сегодня вышел отчет IEA, Международное энергетическое агентство. Они прогнозируют, что падение спроса на нефть будет где-то в пределах 8%. Ну, скажем так, это не самый ужасный сценарий, но и не самый оптимистичный. Это падение по итогам этого года. Так, ну вот что касается нефти, часовой таймфрейм. Здесь сейчас, судя по всему, будет тестирование на пробой 42,4. Если пробой вот здесь возникает, то сразу отсюда последует уход, цель которого будет 41,7, 41,8. Вот сюда вот этот диапазон. Вот. Если здесь все-таки происходит пробой 41,7, 41,65, то дальше как бы следующая поддержка это 40,83. Вот. Сейчас на текущий момент достаточно существенно будет, не будет пробито 42,55. Если его пробития все-таки не будет, ну то есть будет какой-то вниз задерг, потом все это дело откупится и вернется выше, тогда это достаточно позитивный момент, потому что получается нефть находится в этом диапазоне и она будет дальше расти. Если нефть приходит вот сюда, если все-таки сейчас будет пробит вот этот уровень, то мы здесь получаем фактически немножко недорисованную двойную вершину, но тем не менее, скорее всего, это приведет к движению на 40,83. Поэтому здесь, я думаю, ключевой момент удержания 42,55. Если он будет удержан сегодня, то мы увидим движение вот в этом диапазоне 42,55, 43,23. И тогда вполне возможно последует пробитие верхней границы и движение на 44. Вот. Но текущие цены они являются чуть выше так называемых минимально комфортных цен для производства нефти. Это по бренду 37-41, 42. Вот. Поэтому в принципе здесь как бы они могут в этой области находиться, особого давления вниз на них нету. Но и стимула для роста здесь тоже нету. Потому что вот если, к примеру, еще бы и Модерна выступила с тем, что она вакцину уже запускает, тогда, наверное, нефть мы увидим в диапазоне 55-60. Вот. Но пока такого не произошло, нету пересечения, скажем так, двух компаний, которые занимаются избавлением от ковида, и информации о том, что вот-вот будет чудодейственное снадобье, то, скорее всего, по нефти в лучшем случае либо боковик, либо даже корректирующий откат. Вот. Но я думаю так, здесь вот какое-то время сейчас проторгуемся, и потом, наверное, завтра-послезавтра будет движение вот сюда на 40,83. Так, далее золото. Здесь идет бой за 1882. Если мы сегодня все-таки залезаем, а вероятность такая есть, и здесь начинаем торговаться, то тогда вполне уже завтра будет движение, цель которого 1900-1906, вот сюда, в этот диапазон. Если мы сейчас не закрепимся выше этого уровня, то у нас пойдет откат, и цель этого отката будет первый 1865. Вот. Но здесь по золоту пока, скорее всего, идет накопление. Вот. Прямо вот сейчас, наверное, никакого бурного роста не будет. Вот. Нужно восстановить силы по факту такого мощнейшего провала. Вот. Ну и, наверное, в течение недели, может быть, двух, если не будут пробиты низы, если новую вакцину не вытащат из рукава, то вполне вероятно, что мы увидим отскок и попытку, хотя бы вернуться на 1921.
Так, рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм, находится он в боковике. Ну, завтра размещение ОФЗ, поэтому если нету особого негатива по нефти, то скорее всего его вот в этом диапазончике и продержит. 76,8, 76. Вот. Сейчас как бы особых оснований для укрепления ниже 75-75 нету. Поэтому, ну, вот здесь поболтается. Скорее всего будет задерг в район 76,8, может быть 77,1. Вот. Но, наверное, все-таки к моменту размещения ОФЗ спустят опять вот сюда, вот в этот диапазон 76-76,5. Если начинается движение и пробой 77-35 вот этот возникает, то у нас отсюда, скорее всего, сразу пойдет следующий импульс, цель которого будет сходить вот сюда, вот в эту область. Ну да, здесь все-таки на ум в большей степени приходит, что должен быть задерг на 77,1 и потом опять откат вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Если этот задерг приведет к пробитию 77.35 и закреплению, то тогда уже начинается волна роста доллара. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, часовой таймфрейм. Но здесь вот я четко вижу, пошел рост евро против рубля. У этого роста цель движения потестить 90,6. Вот сюда вот сходить. Далее здесь либо закрепление, и тогда отсюда разовьется движение, цель которого будет 91,5. Или же здесь у нас будет отбой, и мы будем болтаться вот в этом диапазоне. От 89,9 до 90,4. Вот, но пока на ум приходит движение вот сюда вот. Так, далее индекс доллара. Ну что хотел сказать по индексу доллара. Здесь никак не развивается движение вниз на пробой 91.72. Чем дольше он находится в проторговке, тем больше вероятность того, что разовьется рост. Вот. По идее, если вот этот импульс был бы действительно сильным, который возник на прошлой неделе, то мы на этой неделе уже должны были пробить вот это значение и спуститься ну хотя бы на 91.5 или на 91. Поскольку такого нету, то говорить о том, что вот полномасштабный риск он идет, и все просто зальют деньгами, пока, я думаю, рано. Но вот на этой неделе будет ясность. Если не пойдет дальнейшего снижения индекса доллара, то, скорее всего, мы увидим набор позиций и отскок как минимум вот к этой оранжевой линии 94.05. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм. Здесь, по сути, идет попытка вырасти, которая успешно завершится, если в ближайшие часы будет 93 пробито. Вот пробой 93 может очень быстро увести на 93.42 со всеми вытекающими негативными последствиями для рынка акций, нефти и рубля. Так, далее фьючерс на индекс РТС, но здесь у нас возник боковик, ложный пробой 121 500, сразу откупили его. И здесь, по сути, у нас получается вот это движение в диапазоне. Верхняя граница 124. Если она на объеме пробивается, сразу идет инициация движения на 130 тысяч. Если она не пробивается, то отсюда идет возвратный откат. И цель этого отката сходить на 121 500, 122 тысячи. Вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и здесь у нас нижняя граница была 121 500, сейчас она немножко съехала на 121 тысячу. Вот пробой 121 тысячи может моментально увести на 118 500, вот сюда, вот к этому значению. Но сейчас на текущий момент больше здесь факторов указывает на то, что либо будет движение в этом диапазоне, консолидация, либо все-таки пока не совсем понятно, что послужит драйвером на пробитие верхней границы и попытка сходить, ну хотя бы на 126, может быть 126 500, вот куда-то сюда. Так, далее Сбербанк, но Сбербанк ракета, все возможные попробивал уровни, которые были, и сейчас, соответственно, у него 235,3. Вот это значение, если он пробивает и здесь закрепляется, то дальше он может в космос уйти на 242 и потом 254. Но здесь бы ему, судя по 4-часовику, бы отскочить и немножко скорректироваться хотя бы вот сюда, вот в этот диапазон 224,6, 226. Но вот судя по динамике вот этого движения, его могут
очень быстро сейчас затащить и выше 235,3 вот сюда. Хотя вот опять же, вот напрашивается просто здесь корректирующий откат куда-нибудь вот сюда, вот в этот диапазон. Но как вот мне видится, сейчас его, конечно, лучше не шортить, потому что он растет, и причем он как ракета просто летит. Вот. Если он все-таки отсюда отобьется, и у него будет задерг вот куда-то сюда на 228 или вот в этот диапазон, то в том случае, если при этом не произойдет обвал мировых рынков, то это вполне как бы интересная стоимость для приобретения и ожидания дальнейшего движения наверх. Вот опять же, вот все это движение, оно ломается, если пойдет пробитие 225-224,5. Вот пробитие данного значения, оно будет указывать на то, что сломался этот тренд, и наиболее вероятно будет возврат, ну как минимум вот сюда, вот в этот диапазон 215,5-220. Так, далее Газпром. Ну, Газпром почти выполнил цель на 174. Если вот он на текущих значениях закрепляется, то у него дальше идет по плану движения на 183-184, вот сюда, вот в этот диапазон. Но вот у него критерий остановки того, что это движение, оно себя исчерпало, будет корректирующий откат, который пробивает 166,5-166, вот это значение. Если здесь возникает пробой вот этой зоны, то после этого он начинает сыпаться, и цель движения будет, ну, сначала 162, потом 160,5. Пока как бы все достаточно оптимистично выглядит, то есть гонит его на 184, все просадки выкупают, вот, но здесь вот, конечно, что-то пошло не так, и поэтому если будет пробито вот это значение, вот эта буферная зона, то его, скорее всего, уже откатит и надолго. Вот, а пока рост движения наверх на 184, ближайшая цель. Так, далее ВТБ. Ну, по ВТБ идет рост, цель этого роста достижение 3,5 копейки. 3,5 копейки, либо он здесь пробивает на объеме и начинает консолидироваться, или если такого не произойдет, если объем начинает падать, то либо от текущего значения, либо от 3,5 мы будем разворачиваться, и пойдет корректирующий откат, цель которого будет 3,4450, вот куда-то сюда вот. Может быть и сразу отсюда сейчас сходит. Вот. Если здесь пойдет дальнейшее движение вниз и будет пробой 3,4265, то тогда вот вся эта фаза движения, которая здесь сформировалась, она приведет к просадке на 3,36, вот сюда вот, в этот диапазон. Пока достаточно бодро он выглядит, скорее всего до 3,5 копеек он дойдет. Далее посмотрим. Если не будет никаких предпосылок для разворота, то следующая цель это вообще как бы глобально ему на 4,2 копейки. Ну хотя бы на 4 копейки сходить. Вот. Но 3,5 копейки может он очень сильно отрикошетить. Так, друзья, далее ГМК, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, цели вверху есть. Критерий реализации цели, который 22 150, это пробой 20 900, 21 тысяча. Вот. Здесь все в целом заряжено на рост. Единственный такой момент, если корректирующий откат приводит к пробитию 20 200, то тогда в этой ситуации мы увидим либо уже разворот и снижение вниз, либо длительный спад, проторговку, и только после этой проторговки рост. Так, но сейчас вот критерий это 20 200. Вот если здесь пробой 20 200 возникает, то пойдет откат, цель которого будет диапазон 19 900, 19 600, вот сюда. Но пока как бы факторов для отката нету. Более вероятно все-таки, что будет удержание, и отсюда пойдет дальнейший рост.